Итак, ребят, всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, что вот недавно совершенно прошел такой саммит, ШОС, по-моему, да, он называется, в Китае. То есть там праздновали тоже победу над нацизмом, то есть Китай праздновал победу над Японией, да, тогда Япония участвовала в коалиции с Германией. И очень интересные моменты происходили в то же самое время, то есть когда лидер Китая, Индии, России, да, и многих других стран, которые участвуют в этой коалиции, просто в открытую, да, сказали, что однополярного мира больше нет. По сути, они уже в открытую, даже не скрываясь, показывают, что вот у нас тоже есть коалиция. Смотрите, не только Европа там, да, вместе с США, вот у них там какой-то междусобойчик, но и мы здесь тоже не пальцем деланные. И дальше звучат такие интересные слова, о которых я очень-очень давно говорила, да. Вот, они начинают звучать в прессе, где-то там тоже в определенном междусобойчике, что Китай напрямую, да, влияет на то, что происходит на Украине. А также мы можем заметить, что все вот эти вот давления там и так далее, то, что я говорила, там тоже давление на Индию со стороны США, да, что только сильнее сплочает этот союз, что то, что было раньше, типа уже не работает, потому что эти страны, они между собой уже давным-давно договорились. В принципе, я не зря тоже, может быть, вы заметили, да, в августе месяце очень много контента, который был ранее в телеграм-канале у меня, вот, ну, там я его тоже тогда размещала, я думала, что, в принципе, это будет корректно, да, но Telegram, он немножко не для этого создан, поэтому я решила часть видео, опять же, да, это не полные, вот эти вот поваренная книга дьявола, да, которую выложили, то есть там, где подписано, что это подкаст из Телеграма, то есть там есть еще видео, весьма даже актуальны на сейчас, чтобы понять, что происходит вообще и так далее. Поэтому, кому интересно, заходите, послушайте туда, там во вкладке, где музыка или звуки, я уже не помню, вот на сам канал заходишь, открываешь, вот, там все эти подкасты есть, там достаточно очень их много, там очень много интересной информации, в том числе и про вот этот вот сговор, то есть сговор тех самых стран, которые сейчас уже перестают скрываться, перестают находиться вот в таком вот теневом, да, в большей степени теневой поддержки. И мы, в принципе, это и видели, то есть, когда там Европа отказывалась от российского там газа, еще чего-то, да, переставала там закупать крупными объемами нефть, там еще, то есть, все эти объемы, все это на себя перехватывали Китай, Индия, там, да, вот такие вот мощные тоже страны, да. Это же не просто так было, то есть я уже много раз об этом говорила, что это не просто так. То есть это все было договорено изначально. То есть что Россия берет удар на себя, что она является такой страной, которая начнет эту борьбу, да, в открытую начнет эту борьбу между гегемонией Запада и вот этим вот новыми амбициями Востока, назовем это так, да. То есть причем Восток это не только Китай, Индия, это еще и Саудовская Аравия, да, Объединенные Арабские Эмираты, там и многие другие страны. То есть те, кого раньше называли странами третьего мира, сейчас они вполне так кидают вызов и говорят, мы больше не третий мир, мы не хотим быть какими-то колониями, да, которыми, в принципе, их и считали. На самом деле до этого эти страны, они вот их заставляли действовать, да, действовать по каким-то определенным правилам, по каким-то определенным вещам. То есть я вот рассказывала про Венесуэлу, кто посмотрел, это старый достаточно подкаст, который я записывала в Телеграме, кто посмотрел про Венесуэлу,
Там очень много рассказывается о том, что эти страны смотрели, они на самом деле боялись, что пока они были по одному, да, их просто могли вот так вот взять и сломать, как веточку, да, то есть эта коалиция, по сути, она просто вот могла любую страну взять и как веточку разломать, тут разломать, там разломать, да, и просто уничтожить, превратить реально в банановую республику. И когда эти страны, ну, то есть люди же, да, тоже не дураки, и правительства, которые сидят во главе многих стран, тоже поняли, что если ты, то есть, да, хоть захочешь хоть немножко выйти из вот этих вот жестких рамок, которые тебе, то есть пока ты хорошенький для кого-то, да, тебя не трогают, но как только ты начнешь быть неудобным, тебя просто раздавят, ты даже для этого можешь ничего не делать. Да, понятно, там в Венесуэле были определенные моменты, когда там один из президентов говорил на тогда еще нынешнего президента США, что он пахнет пеплом, да, что, ну, в прямом смысле того слова, говоря о том, что он демон. Вот, кстати, да, мы понимаем, что это все было тоже о том, что он говорил правду, да, людям, раскрывал глаза и показывал, что кто же на самом деле там правит балом. Но, конечно же, такое вот эти вот демоноиды, которые очень хорошо устроились во многих сферах, во многих как сказать, прослойках, да, и власти, и такого очень высокого бизнеса, то есть мы все знаем BlackRock, мы все знаем определенные другие, да, компании, которые по факту владеют практически всем, то есть это инвестиционные компании, вот, которые задают основную повестку там в те компании, которыми владеют, то есть это всякие там антиуглеродные вот это вот, да, выбросы там, значит, считаем, сколько коровы пукали, потом там всякие вот эти вот, то, что абортированные вот эти вот клетки там используются в продуктах питания и так далее, то есть, да, вот, и очень-очень много всего, в том числе травля массовая, давайте все попитаемся кузнечиками и так далее, это все идет оттуда, то есть вот эта вот повестка, да, и насколько она, почему она настолько пронизывает все компании, почему прям все там вот эти вот Макдональдс и Ко, условно, да, все там компании начинают активно это все продвигать, гендерную всякую вот эту херню, особенно в Америке, там, да, в Европе, почему вот прям все, грубо говоря, крупные бизнесы начинают прям вот жестко идти по этой повестке, ну, здравствуйте, BlackRock там и прочие вот эти вот инвестиционные компании, которыми владеют, ну, сами понимаете, кто, да, им даже не надо владеть бизнесами для того, чтобы там продвигать это все. Достаточно владеть большими деньгами для того, чтобы давать эти деньги бизнесам, и бизнесы уже сами были заинтересованы в том, чтобы продвигать то, что хотят вот эти вот люди. Ну и здесь мы далее можем видеть, да, как многие люди, которые тоже не дураки, да, то есть это в основном Восток, они увидели это все, да, где их страну, особенно Китай. На самом деле в Китае очень много черного рынка, китайское правительство знает об этом, оно пытается активно с этим бороться, да, и так далее, но это все сохранилось еще со времен тех самых опиумных, может, кто слышал, да, опиумных моментов, которые были в Китае, которые до сих пор считаются периодом такого большого горя, то есть Китай до сих пор вспоминает это как личное горе, да, личное потрясение, то есть сколько людей там на всем этом умирало и так далее, но эти черные рынки, они продолжаются, они, то есть там развиваются, и, конечно же, понятно, куда тянется, то есть рука, да, вот с этих черных рынков, то есть это тот же самый Запад. Нравится ли это Китаю? Нет, конечно же, не нравится, и именно поэтому тоже, да, что так или иначе продолжение вот этого вот
использование Китая как какой-то, даже не то чтобы страны третьего мира, а просто продолжением, да, восприятия ее как некой колонии. Возьмем только то, что в нее перенесли, ну это, кстати, пошло Китаю на пользу, но тем не менее в нее перенесли очень многие производства, где просто было, ну, считай, бесплатная рабочая сила. То есть почему производство там всех условно китайских кроссовок Nike там и прочее, прочее, почему это все перевезли в Китай, производство многие, а кто это все решал? Тоже те же самые BlackRock и прочее. То есть это такое восприятие было государству колонии, где люди просто за бесплатно работали на заводах, где очень много вот этого всего было, потом опять же и черные рынки продолжались и так далее и тому подобное. Но власти Китая воспользовались все-таки, да, они сумели воспользоваться ситуацией, воспользоваться тем, что эти технологии все сами заехали в их страну, и развить это. То есть они перевернули себе это на пользу. Не зря говорили, да, что китайцы все там абсолютно там и iPhone, и iPad, там и все Gucci там и прочее, что у них начали производить, просто копировали, жестко копировали, да, и брали эти технологии и в промышленность, и свою военную машину, то есть восстанавливая и все остальное. Впоследствии они стали уже, да, второй практически страной по величине именно экономикой, которая стала достаточно очень сильной для того, чтобы конкурировать с той же самой Америкой. Я говорила еще очень-очень давно, если вы переслушали, опять же, вот эти подкасты с Телеграма, я там рассказывала о том, что китайский дракон, то есть это вот как, я не знаю, не то чтобы символ Китая, это как вот как общее коллективное бессознательное, да, назовем это так, то есть это вот энергия, где вот каждая клеточка этого дракона — это один китаец, да, где каждый человек является как клеточкой этого большого огромного дракона. И этот дракон затаил обиду, и он очень-очень давно вынашивал, то есть вот этот план, вынашивал свою обиду на тех людей, которые заставили его поклониться, да, это еще идет со времен династий, то есть тех династий царей, да, которых уничтожили, вот, царствующих в Китае. То есть и то там династия выжила, потому что они оставили все-таки в живых потомка, вот, и его сыновья, то есть, да, его ветка до сих пор жива и процветает, и то есть поэтому вот этот вот дух, грубо говоря, да, энергия вот этого китайского народа, она осталась жить. То есть он сейчас где-то находится в правительственных кругах. И этот дух, он затаил обиду. То есть я не говорю конкретно про человека, я говорю про силу, энергию, да, которая есть у этой страны. То есть это энергия страны, ее стремление, ее внутренняя вот сила. И этот дракон сейчас открыто показывает себя, он открыто развергает пасть, он открыто говорит о том, что а теперь моя очередь, дорогие мои. И в первую очередь он смотрит на Европу, потому что Европа как раз-таки являлась причиной, если мы вспомним историю, там была замешана Англия, насколько я помню, как раз была замешана вот в этом вот периоде, который был связан с Великим Китайским горем, когда очень много людей вот страдали от вот этого опиумного дурмана. То есть для Китая это до сих пор очень болезненно все воспринимается. И этот дракон, он затаил. Вот это даже не обида, то есть он затаил вот эту энергию, чтобы отомстить, да, чтобы вот тот, кто сделал это со мной, да, с этим народом, с этой землей, он не останется безнаказанным. То есть это вот желание вот этой мести, которую он сейчас и пытается полностью возобновить. Но если мы
посмотрим и увидим, что Европа, и в том числе США действуют более так жестко, да, более как-то вот открыто все, то Китай и те страны, да, которые он объединил вокруг себя. Вот здесь я хочу сделать акцент. Не кто-то там, а Китай объединил эти страны, Индию, Россию, там многие другие страны вокруг себя, и сказал: давайте дружить со мной, давайте, я буду тем бенефициаром, который, да, будет защищать вас. Я каждому из вас дам защиту, я обещаю это. То есть я объединюсь. То есть как США в свое время, да, объединила вокруг себя вот эти страны Европы, то Китай сейчас стал, грубо говоря, тем самым Советским Союзом, который в прошлом тоже объединял вокруг себя страны. То есть и Китай сейчас, он объединяет вокруг себя очень-очень много стран и говорит: если вы будете со мной, значит, моя Фемида, да, не будет направлен ее меч против вас. Потому что здесь мы можем увидеть тонкую игру Китая. То есть это не просто, понимаете, такая прямая конфронтация, как вот там они привыкли в США и Европе. Вот мы сейчас санкции накинем, вот мы сейчас там все скопом кинемся, да, растерзаем вот эти вот прутики, там разломаем и все. У Китая есть даже в их философии искусство ведения войны. Такое понятие, да. Это искусство ведения войны, в нем именно замешана хитрость, в первую очередь хитрость, выжидательность, умение, да, выстроить определенные планы и так далее. То есть это искусство тонкое, и Восток всегда был таким делом тонким, да, где очень много говорят о чести, о какой-то культуре, там много-много всего. То есть у них это все в крови. И далее Китай будет следовать, то есть свое искусство войны он будет вести не так, как привыкла Европа, да, и США. Но Европа уже понимает, что пахнет жареным. Они готовятся к огромной конфронтации. То есть они говорят конфронтация с Россией, еще что-то, но они уже понимают, что там не только Россия, да. Вот. Хотя они сейчас по большей степени продвигают большую русофобию и прочее. Но если они не дураки, я не думаю, что они там прямые дураки, но я думаю, что они понимают, что говорить, что вот там Китай, да, мы сейчас на него что-то там будем прыгать, это тоже не в их планах. Поэтому они сейчас прикрываются Россией, но они понимают, что то, с чем они сейчас будут бороться, или то, против чего они сейчас будут выстаивать, это не просто Россия, да, это намного больше. То есть это и Китай, и Индия, и многие другие страны. То есть сейчас на самом деле, знаете, вот я даже как-то думаю над этим, то есть я вижу вот эту картину как-то сверху, да, вот эти все страны уже достаточно давно, то есть как раз с 22 года я все это вижу, как это все происходит, то есть я вижу вот эти две противоборствующие стороны, то есть вот это вот объединение, в том числе Востока, против этого всего я тоже увидела еще в 22 году, когда началось вот это все наступление и прочее. И знаете, ощущение огромной глобальности, оно настолько не покидает, что где-то даже вот я испытываю какой-то вот трепет такой, знаете, какой-то и страх, и трепет, насколько сейчас это все вот, знаете, такое ощущение, что все делают максимальные ставки, то есть и Европа, и США, и все вот делают максимальные ставки прям. Вот те, кто там, то есть и с одной стороны, да, противостояние делают максимальные ставки, то есть готовы идти до конца. Это, знаете, наверное, как вот игра в покер или что-то такое сейчас вот на ум пришло, как ассоциация, да, где вот блефуют, то есть, да, где-то даже вот эти игроки, но у них карта на руках, и они вот сколько ты поставишь, вот сколько ты готов поставить, да, на кон вот сейчас в своем вот этом противостоянии, и они ставлю еще, доставлю все. И вот максимальные какие-то вот такие ставки, знаете, где, ну вот, пан или пропал, где все или ничего. И, ну, на самом деле даже
знаете, такой какой-то внутренний трепет такой, потому что, ну, слишком много всего поставлено на карту. Я даже немножко так, не знаю, страх, не страх, но вот какое-то такое вот ощущение вот этой глобальности, оно на самом деле очень, очень сильно внутри все прям замирает от этого. Поэтому дальше с вами наблюдаем, как это все будет выглядеть, как это все дальше будет отыгрываться, потому что сейчас вот уже какие-то максимальные ставки начинают делать в этом противостоянии, да, оно уже каких-то своих пиковых размеров доходит, то есть когда вот что-то вот готово, ну не то чтобы взорваться, да, вот что-то вот какой-то уже какая-то даже не динамика, а вот что-то вот бах, и вот что-то вот такое закрутиться должно, прям как снежный ком или что-то такое. А вот, это то, что идет по последним событиям. Также хотелось бы сказать всем спасибо, ребята, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Отдельно хотелось бы сказать ребятам, которые действительно благодарны, которые действительно слушают мои видео с удовольствием, да, и которые хотят поддержать меня в моей деятельности, которым не все равно то, что я делаю. Пожалуйста, ребята, не скупитесь, когда вы слушаете мои видео, да, написать теплый комментарий к моему видео, поставить лайк, потому что на самом деле здесь даже уже речь не о том, чтобы там только там YouTube, да, продвигал как-то эти видео, еще что-то, потому что я на самом деле вот поделюсь, как не зайду, вот у меня уже какой-то вот стадия выгорания, наверное, есть немного такая разочарование насчет Ютуба, потому что я, когда, допустим, особенно выкладываю видео про саморазвитие, да, достаточно очень полезные, и про финансовое мышление, допустим, я тут выкладывала серию видео, на самом деле подобную информацию продают на курсах, да, за большие деньги, допустим, а я выкладываю здесь на ютубе абсолютно бесплатно, вот, то как бы люди, которым действительно полезно было это видео, которые действительно где-то благодарны, либо таких вообще нет, либо они просто молчат, вот, под подобными видео, но хейтеры зато они не забывают писать мне кучу гадостей в комментариях, всячески меня там обзывать, всячески поливать грязью и так далее. То есть мне, ну, немного, даже не немного, я скажу, мне от этого очень даже большое выгорание вносит, потому что, ну, когда ты пытаешься действительно делиться какой-то полезной информацией, как-то людям помогать. Все, я, конечно, это уже давно делаю, то есть я с вами с 21 года, уже достаточно очень долго, и как бы очень много информации предоставила, да, своих знаний и всего, и на ютубе, и на бусте там большое количество вот всего о том, как нас захватывали, очень много исследований, да, тонкоплановых, которые я проводила. Всем этим делюсь, просто если, допустим, в солнечном клубе, да, ребята, конечно, там очень большая поддержка, и они всегда рады, и они всегда благодарят, вот, за ту информацию, которую я предоставляю, всегда говорят спасибо. Элементарное спасибо, да, на том же самом бусте тоже всегда ребята говорят спасибо за информацию, как бы достаточно очень тепло отзываются, то YouTube, он еще и за твои же, как говорится, да, вот, за твое же тебя еще и обольет по полной программе, то есть, ну и это касается не только YouTube, ребята, пожалуйста, кто слушает меня, ВК видео, да, Рутуб, то есть Дзен, пожалуйста, не скупитесь на комментарии и на лайки, если вам действительно нравится то, что я делаю, нравятся мои видео, это будет очень большой поддержкой для меня, вот, потому что, ну, когда ты что-то стараешься, что-то делаешь,
как ты пытаешься, я не знаю, помочь людям, на что-то обратить их внимание, да, еще что-то. Я к каждому видео готовлюсь. Я каждое видео, у меня есть люди, которые стараются, там вместе как-то вот сценарий продумываем и так далее. Это делаем большую работу и в том, чтобы это видео обработать, да, в том, чтобы подобрать видеоряд, работу с голосом. Я вообще мать 3 детей, мне еще найти надо время для того, чтобы записать вот эту информацию и так далее. Ну, просто когда тебе в ответ, да, на твою работу, большую проделанную работу и на тонком, и на физически, да, то есть кому-то, если кажется, что это просто посидеть, поболтать, то нет. То есть эту информацию как бы еще надо найти, эту информацию еще надо структурировать, эту информацию еще надо рассказать и так далее. Ну, просто я надеюсь, что вы, кто вот постоянные мои слушатели, да, кто действительно оценит то, что я делаю, просто хоть какую-то обратную связь будете давать, хотя бы элементарное спасибо и лайк под видео, потому что, ну, для меня это очень сильно важно. И в моменте сейчас какого-то такого немного, ну, даже выгорания, да, касательно Ютуба и других вот площадок, ну, особенно Ютуба, вот, благодаря хейтерам в большинстве своем, да, которые, как ни откроешь любое видео, особенно последние видео, и все комментарии сплошь вот поливание, и думаешь, для кого ты это снимаешь, зачем ты это вообще снимаешь, чтобы тебя за твою же работу огромную, которую ты проделываешь, просто полили сверху донизу. Ну, немножко, как бы, знаете, это не способствует тому, чтобы вообще тебе хотелось что-то делать или хотелось как-то работать далее над этим. Поэтому я буду вам очень сильно признательна, если вы меня поддержите, кому действительно важно и нужно, главное, то, что я делаю. Особенно это касается полезных видео, то есть видео там про мышление, видео про о том, как помочь себе, да, видео там и про намерения и прочее. То есть именно видео полезняшки, которые я выкладываю, то есть на YouTube канал. Вот. Они особо для меня ценные в этом плане, вот, и хотелось бы хоть какой-то обратной связи в виде «спасибо, Надежда». Вот. А у меня на этом все, ребята. Всем всего самого наилучшего. Обнимаю вас, целую. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.